В Дохе 15 сентября прошел внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, собранный в ответ на удар Израиля по резиденции палестинского движения «Хамас» в Катаре. Это событие стало настоящим политическим потрясением. Впервые за долгие годы Иерусалим решился атаковать объект на территории страны, которая не только является союзником США, но и играет роль одного из главных посредников в урегулировании ближневосточных конфликтов. В Катар прибыли лидеры большинства арабских и мусульманских стран, чтобы продемонстрировать солидарность с Дохой и выразить недовольство действиями Израиля. Накануне министры иностранных дел этих государств подготовили проект резолюции, осуждающий нападение и подтверждающий поддержку Катара. Уже в ходе пленарных заседаний прозвучали громкие заявления. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, чья страна вместе с Катаром традиционно посредничает в палестино-израильских переговорах, обвинил Израиль в сознательном подрыве мирного процесса. Он подчеркнул необходимость выработки общего механизма реагирования на угрозы, отметив, что только коллективная позиция исламских стран от Атлантики до Персидского залива может заставить Иерусалим учитывать интересы соседей. Египетский лидер не уточнил деталей возможного механизма, однако сам факт его призыва показал: Каир обеспокоен растущей непредсказуемостью израильской политики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем выступлении пошел дальше и заявил о необходимости формирования единого исламского фронта против израильских атак. Его слова звучали особенно жестко на фоне того, что всего за несколько месяцев до этого Израиль бомбил иранские объекты во время июньских боевых действий. Если мусульмане будут едины, то израильтяне не посмеют безнаказанно нападать на наши страны и нарушать международное право, сказал Пезешкиан. Он добавил, что исламский мир должен не ограничиваться словами, а предпринимать реальные шаги в экономической, культурной и социальной сферах, вплоть до полного разрыва связей с Израилем. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи еще до саммита заявил, что Тегеран поддержит Катар и всех мусульманских братьев и сестер, ведущих борьбу с бедствием, угрожающим всему региону. Не менее жесткой была позиция Турции. Президент Реджеп Таyyip Эрдоган назвал атаку на катарскую территорию новым уровнем израильского бандитизма и подчеркнул, что Анкара будет стоять рядом с Дохой как с дружественным и братским государством. По его словам, Израиль представляет собой террористическую идеологию, питающуюся хаосом и кровью, а цель правительства Нетаньяху – дестабилизация всего региона. Эрдоган напомнил, что Турция заморозила торговые отношения с Израилем, потеряв из-за этого ежегодно около $9,5 миллиардов, но считает такие жертвы необходимыми ради политического давления. Международное признание Палестины не даст результата, если не будут введены реальные санкции против Израиля, заявил он. Турецкий лидер также предложил углубить оборонное сотрудничество исламских стран, отметив, что Анкара готова делиться возможностями своей военной промышленности. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани выступил с эмоциональной речью, заявив: «Невозможно иметь дело с таким уровнем злобы и предательства. Если Израиль хочет убить руководство Хамас, зачем тогда он ведет с ними переговоры?» Премьер-министр Катара был еще категоричнее. «Удар Израиля по Дохе не может остаться безнаказанным. Если мы промолчим, не будет пощажена ни одна страна». На саммите прозвучали и более краткие, но символические речи. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа завершил свое короткое обращение стихами доисламского поэта Амра ибн Бараки Аль-Хамдани Аль-Ямани. «Когда мудрое сердце, острый меч и достойная стойкость соединяются, они побеждают несправедливость». Эти слова были восприняты как призыв к сплочению. Кроме того, как бы странно это ни звучало, 9 сентября 2025 года Баку выразил озабоченность в связи с ударом Израиля по Дохе. При этом остаются вопросы о реальной позиции Азербайджана, учитывая его активное сотрудничество с Израилем в сфере дронов, ракет и радиолокационных систем. Некоторые аналитики считают, что заявление о возмущении носит преимущественно символический характер, демонстрируя солидарность с союзниками, в
то время как за кулисами продолжается военно-техническое и экономическое сотрудничество. Также отмечается, что Турция, как стратегический партнер Азербайджана, может оказывать влияние на позицию Баку в региональных и международных вопросах. Решения и заявления Азербайджана во многом учитывают интересы и рекомендации Анкары, особенно в сложных политических ситуациях, таких как реакция на удар Израиля по Дохе. Тем временем Израиль занял жесткую оборонительную позицию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, находившийся в Иерусалиме на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, назвал критику мусульманских стран вопиющим лицемерием. Он напомнил о резолюции ООН, запрещающей укрывать террористов, и заявил: израильские спецслужбы продолжат уничтожать представителей Хамас в любой точке земного шара. Позже он подчеркнул, что решение об атаке в Дохе было независимым решением Израиля, и что цель операции заключалась в том, чтобы показать: у террористов нет безопасного места. США оказались в чуть сложном положении. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшейся 15 сентября 2025 года в Иерусалиме, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил непоколебимую поддержку США Израилю в его усилиях по ликвидации Хамас. Однако, несмотря на это, Рубио отметил, что в Вашингтоне осведомлены о международной обеспокоенности действиями Израиля, включая авиаудар по Хамас в Дохе, который вызвал критику и тревогу у союзников США, в частности у Катара. Он подчеркнул, что США рассчитывают на конструктивный вклад Катара и других партнеров в урегулирование конфликта, несмотря на произошедшее. Таким образом, хотя Рубио и подтвердил поддержку Израилю, он одновременно признал, что международное сообщество следит за действиями Израиля и выражает обеспокоенность конкретными событиями, такими как удар по Дохе. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил журналистам следующее: «Я хочу, чтобы они были очень осторожны. Израиль должен что-то предпринять в отношении Хамас, но Катар всегда был нашим союзником». При этом Трамп назвал эмира Катара замечательным человеком и отметил, что негативное восприятие страны во многом связано с недостатком пиара. Таким образом, Белый дом оказался вынужден балансировать между поддержкой Израиля и защитой интересов Катара. Реакция в Израиле и за его пределами сопровождалась и информационными кампаниями. Газета «Хаарец» прямо писала, что Турция вышла за рамки дозволенного и должна быть наказана. В издании «Исраэл Хайом» Шай Галь отмечалось: как Катар лишился неприкосновенности, так и Турция должна ее потерять. Турция не просто закрывает глаза на Хамас, а находится в открытом соучастии. Эти публикации отражали настроение части израильского истеблишмента, готового рассматривать возможность аналогичных действий и в отношении Анкары. В экспертной среде саммит в Дохе оценили сдержанно. Отмечается, что попытки арабских стран создать аналог НАТО предпринимались неоднократно, но проваливались из-за внутренних противоречий. Несомненно, Хамас может записать в актив итоги саммита. Движение вновь предстало перед мусульманским миром как жертва и мученик за благое дело. Но реальные механизмы давления на Израиль у Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества отсутствуют. Также подчеркивается, что большинство арабских государств предпочитает не втягиваться в крупные конфликты, а в случае кризиса переждать неспокойные времена. По мнению аналитиков, повторение сценария нефтяного эмбарго 1970-х маловероятно. Ни одно из государств, подписавших соглашение Авраама, не разорвало отношений с Израилем даже на фоне войны в Газе. Вместе с тем, эксперты обращают внимание на постепенное охлаждение доверия монархий Персидского залива к Соединенным Штатам Америки. Разочарование в способности Вашингтона гарантировать их безопасность может подтолкнуть эти страны к более жесткой риторике в отношении Израиля и к использованию кризисов как инструмента давления на Белый дом. Саммит в Дохе стал яркой демонстрацией эмоционального единства исламского мира, но вряд ли приведет к формированию реального военного или экономического блока. Израиль показал, что готов атаковать даже в странах, которые считались нейтральной площадкой для переговоров. Для Катара это стало ударом по статусу посредника.
Для Турции – тревожным сигналом. Для США – испытанием на прочность союзов. В то же время для Израиля нападение стало частью стратегии упреждающего удара, вытекающей из географической уязвимости государства. Эта же логика в военной науке применима и к другим небольшим странам региона, включая Армению, что делает вывод универсальным. На Ближнем Востоке выживают не столько благодаря дипломатии, сколько благодаря способности внушать страх противникам. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал RegNews, чтобы быть в курсе самых важных и актуальных новостей мира и Ближнего Востока, а также получать инсайдерскую информацию с первых рук.